На сегодняшний день интернет просто переполнен всевозможными способами и техниками для исполнения желаний, от самых древних и до самых новомодных. И если вы хотя бы немного интересовались этой темой, то наверняка уже познакомились с некоторыми из них. Читали какие-то книги, покупали обучающие курсы или проходили вживую многодневные групповые занятия. Эта статья предназначена для тех, кто уже что-то знает о техниках для исполнения желаний и способах привлечения денег и успеха, для тех, кому есть с чем сравнивать. Как вы знаете, желание – это не просто мысль, образ или счастливый случай, или набор тайных древних слов. Желание – это созданная автором энергоинформационная субстанция, мыслеформа или автономная магическая программа, которая при определенных обстоятельствах реализуется или не реализуется в пространстве и времени. В основном все техники, придуманные людьми за последние 30 лет, очень схожи между собой и отличаются только формой подачи и длиной курса обучения. Основная их суть такая. Первое. Человек представляет картинку уже исполненного желания, формирует мыслеформу. Второе. Встраивает в нее свое намерение, сильную эмоцию «хочу-хочу». Третье. Отпускает во Вселенную, желание уходит на реализацию. Четвертое. Ждет исполнения желаний. Год ждет, 3 ждет. Некоторые авторы делают упор на тонкостях визуализации объекта желания. Кто-то на правильную частоту работы мозга во время визуализации. Другие акцентируют внимание на точном повторении ритуальных действий, придуманных древними для исполнения желаний, на днях или местах силы, на манипуляциях с деревом исполнения желаний, водой, камнями, растениями, мантрами, молитвами и амулетами и так далее. А еще кто-то выбрал более узкое направление – применение на практике всевозможных способов общения с сущностями тонких миров – ангелами, духами, богами, джиннами, феями, гномами, эльфами и даже демонами, бесами и чертями. Как видите, разновидностей работы с желаниями масса, и жизни не хватит перепробовать их всех. В общем и целом, суть всех этих способов достаточно интересна и заслуживает внимания. Многие техники или их элементы, которые мне удалось проработать за последние 10-15 лет, и магические, и научные, достаточно неплохие. Если хорошо поискать, там, конечно же, есть польза. Но проблема в том, что при определенных обстоятельствах многие из них оказываются нерабочими. Везде есть один существенный недостаток, о котором авторы не говорят. Они просто не знают об этом или же не считают недостатком. В этой статье я хочу рассказать о том, чего практически никто из авторов технологий исполнения желаний своим читателям не говорит. О возможностях и способностях энергетики человека, который загадывает желание. Первое. О количестве реально работающих чакр и степени их развитости. Второе. О том, открыты или закрыты сверхчакры. Третье. Умеет ли сознание человека договариваться с подсознанием и сверхсознанием? Четвертое. Может ли подсознание и сверхсознание договориться с ангелами и богами о том, чтобы желание реализовалось? Пятое. И еще один очень важный момент. Количество личной силы, которым обладает человек, загадывающий желание. Именно эти вещи в первую очередь влияют на исполнение или неисполнение наших желаний. А все остальное почти не важно. У одного человека с энергетикой все в порядке, поэтому его мыслеформа умеет притягивать правильное стечение обстоятельств и воздействовать на окружающих людей таким образом, что они помогают желанию реализоваться. И каким-то волшебным образом все его желания сбываются легко и быстро. А другой годами изучает разные тайные техники, использует массу магических ритуалов, тратит кучу времени и десятки тысяч долларов на магов, экстрасенсов или шаманов, на дорогущие семинары и поездки по местам силы, в Индию, Тибет, Мачу-Пикчу и так далее. И
все никак не может получить даже самую малость того, что пожелал. А все потому, что его желаниям чего-то не хватает. Вернее, не желанием, а в нем самом что-то не так. У видящих есть очень интересная статистика, о которой мало кто знает. Знаете ли вы, что у большинства людей на Земле работает только 3 чакры из 7, а остальные находятся в спящем состоянии? При этом верхняя сверхчакра, принимающая духовную энергию Ян, и нижняя, которая принимает материальную Инь, практически закрыты и очень мало пропускают энергии. А центральная сердечная сверхчакра также работает не в полную силу, а для желаний она очень важна. Из-за этого у людей изначально очень скудные запасы энергии. Но и это еще не все. Около 80% того, что есть, ежедневно уходит энергетическим паразитам, которые сидят на чакрах человека. Как в фильме «Матрица», человек выступает в роли обычной батарейки. Но парадокс в том, что люди, проживая свои жизни, даже не замечают этих потерь. Им кажется это нормальным, обычным состоянием. Нехватка материальной энергии, а значит проблемы со здоровьем и деньгами, слабый иммунитет, хроническая усталость, стрессы и депрессии, дырявая защита против сглаза, порчи и проклятий, неисполнение нужных желаний и быстрая реализация страхов и опасений, масса зависимостей, сигареты, еда, алкоголь, наркотики – все это – последствия закрытых сверхчакр и огромных потерь энергии. И многим людям это кажется нормальным. Наш курс обучения создан для решения именно этих задач. Первое. Самое первое, с чего мы начинаем, это увеличение запасов энергии. Это нужно делать 2 параллельными способами. Научиться как можно больше получать из Вселенной сырой энергии, инь, янь и 4 стихии, а затем уметь ее сохранять для своих собственных целей, а не тратить на энергетических паразитов. Второе. Нужно открыть сверхчакры и регулярно чистить энергетические каналы от мусора. Третье. Нужно развивать аджна-чакру, 3-й глаз, который отвечает за интуицию, ясновидение и другие сверхспособности. Четвертое. Это комплексная очистка и развитие чакр. Когда вы начнете решать эти задачи, все остальное в вашей жизни очень скоро наладится автоматически, и ваша жизнь превратится в магию и волшебство. Энергия даст вам топливо для таких вещей. Вы будете понимать, какие глобальные задачи по жизни нужно решать в первую очередь, а что второстепенное и неважно. Вы будете хотеть это делать. И самое главное, вы будете делать реальные дела, а не годами размышлять о том, что вот хотелось бы что-нибудь поменять в своей жизни, да все руки не доходят. Открытые сверхчакры и чистые широкие каналы обеспечат получение энергии в нужном количестве. Интуиция поведет вас по самому простому пути к самым простым и правильным решениям. Вы будете совершать намного меньше ошибок по жизни, 3-й глаз сэкономит вам массу времени и нервов. А чистые и развитые чакры уравновесят стихии и отладят все системы тела. Я не зря поставил в начале энергию, потому что без нее вы не раскачаете интуицию и тем более не сможете нормально работать с чакрами. Поэтому энергия – это то, с чего нужно начинать. Когда мы хотя бы немного приводим в порядок свои чакры, когда в минимальной степени умеем сохранять и набирать энергию, только тогда у нас появляется возможность вязать свое будущее в пространстве и времени. А без решения этих задач мы не сдвинемся с места. И тем более нам будет недоступна реализация каких-то глобальных больших желаний, которые кардинально изменят нашу жизнь в лучшую сторону. Но мы ведь хотим больших изменений. Здоровья, семейной жизни, в деньгах, в разрушении неприятностей и так далее и тому подобное. И это все нам нужно как можно быстрее, потому что жизнь-то проходит. Вот такие 2 задачи, много и быстро.
Думаю, что нас не интересует случайное разовое исполнение мелких желаний во время новолуния или под Новый год, потому что мы хотим понять, как в принципе происходит процесс исполнения желаний, что и от чего зависит, что и как нужно делать, что нам может мешать и помогать, и как нужно договариваться со Вселенной, чтобы желания сбывались. Нам нужны простые и понятные правила и закономерности, потому что мы хотим сами формировать свою жизнь и на ближайшее будущее на 5-10 минут и на годы вперед. Мы желаем самостоятельно управлять своим сценарием жизни.